Всем привет! Давно не виделись. Как ваши дела? Переделаем сегодня мой Сваровский маникюр. Уже прошло 3 недели, цепь на месте. Единственные недостатки — это, конечно, царапины на стразах. Их я сперва обтачиваю тонкой фрезой, а затем откусываю кусачками. То же самое проделываю с цепочкой. Делаю снятие кукурузкой и убираю длину практически под ноль. Пыльные работы сегодня опустим. У меня все еще нет вытяжки, поэтому снимать это довольно тяжко. Далее поднимаю кутикулу и обрабатываю ее фрезой. Ею я также убираю лишние чешуйки и снимаю глянец с ногтя. Сначала работаю на форварде, затем на реверсе. Поднимаю кутикулу и истоньшаю ее для более удобного среза ножницами. Ножницы у меня подбитые, пока буду стричь ими. Маленькие недостатки можно всегда убрать шлифовщиком. Тщательно шлифую кутикулу и обезжириваю ноготь перед покрытием. Беру базу и наношу ее тонкой подложкой. Сегодня буду делать цветочный дизайн, и нижняя часть ногтя у меня должна быть прозрачно-бежевого цвета, а верх прозрачный. Где-то между ними должны затесаться цветочки, поэтому наслаивать буду в несколько этапов. Сперва сделаю бежевый низ. Для этого мне понадобится прозрачный гель и бежевый гель-лак. Смешиваю и выкладываю на ноготь, растягивая слой от края до центра. Влажная подложка всегда помогает растянуть гель более равномерно. Убираю глянец. Цветы у меня будут бело-сиреневые. Для этого также смешиваю гель-лаки. Пытаюсь рисовать хаотично. Указательные и средние ногти я решила перерисовать, немного изменив расположение цветов. Белая краска довольно плотная, поэтому цветы не выглядят рельефными.
Матирую поверхность цветов. И баллистики я хочу сделать акварелью. У меня есть несколько цветов белых ночей и одна единственная кисточка для акварели. Вот они на видео. Листики делаю вытянутые, стягиваю цвет ближе к цветку. Тут важно помнить, что рисовать акварель будет хорошо только на шершавой поверхности. Для этого неплохо подошел бы матовый топ. Но мне нельзя так много наслаивать, чтобы чтобы ноготь не казался слишком толстым. Я убрала длину практически под 0. Тут сильно со слоями не разгуляешься. В центре цветочков я хочу положить воздушную фольгу. Кладу ее на топ, чуть-чуть жамкаю и запечатываю также топом. К сожалению, кислотные базы могут фольгу съесть, поэтому лучше перестраховаться. Последний выравнивающий слой – это прозрачная база. Ею просто выравниваю неровности на ногте. Затем подпиливаю торчащие части, торец, матирую поверхность ногтя и покрываю все глянцевым топом без липкого слоя. Вот так ногти выглядят сразу после маникюра. Понравилось или нет, делитесь своим мнением в комментариях. А на сегодня все. Пока!